Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу свою небольшую коллекцию различных автомобилей в масштабе 1 к 43. И эти модели я покупал в разное время. Здесь представлен как американский автопром, так и внедорожник марки Land Rover. Я большой поклонник американской техники, об этом неоднократно говорил в своих видеообзорах. И также мне очень нравятся модели от бренда NeoScale Models. На мой взгляд, у них самое лучшее соотношение цена-качество, если мы говорим именно об американской технике. И, к сожалению, подобные машины не пользуются большим спросом среди зрителей моего канала. Не так давно показывал вам два кабриолета от NeoScale Models, но просмотров там кот наплакал. Поэтому показываю то, что интересно зрителю, а эти модели собираю за кадром. Но так как у меня есть и поклонники прекрасного, решил сделать небольшой видеоролик. Возможно, эти модели мотивируют вас на просмотр более стоящих изделий, нежели журнальная серия. И давайте начнем с обзора концепт Pontiac Bonneville. Эта масштабная копия выпущена производителем NeoScale Models. И как случай с прототипом, эта модель вышла у Neo в двух вариантах окраски. Первая машина в таком симпатичном бордовом цвете металлик, а второй автомобиль был в зеленом цвете, и вторая модель тоже есть в моей коллекции. И если когда-нибудь мы доберемся до видеообзора этой масштабной копии, расскажу историю создания настоящего прототипа. Очень необычный дизайн, и чем-то этот автомобиль мне напоминает ранний Chevrolet Corvette. И также мне очень нравится, как сделали заднюю часть. Здесь получается запасное колесо, скрыто под кожухом, но виднеется колесный диск. Вот такая симпатичная масштабная копия, которую вы можете найти в открытой продаже. И следующая модель — это еще один концепт-кар, тоже очень необычный. Машина называется Norman Teams Special 48 года. И автомобиль сделан на базе Buick, и инженер хотел создать что-то похожее на легендарные спортивные автомобили Auto Union, но его идею не оценили, и долгое время прототип стоял в каком-то гараже, машина уже была в ветхом состоянии, но, кстати, интересно то, что такой разбитый автомобиль приобрели, по-моему, за 14 миллионов долларов. И впоследствии машину отреставрировали, теперь она красуется на всевозможных выставках. Тоже очень симпатичный дизайн, и как раз вы можете посмотреть, как выглядел американский автопром в начале 50-х годов. И эта масштабная копия тоже встречается в продаже, даже в некоторых магазинах на нее хорошая скидка, потому что подобные автомобили не пользуются спросом. И люди зачастую покупают только то, что видели на дорогах общего пользования, а вот такие уникальные машины обходят стороной. Так что если вы увидите такую модель в продаже, можете смело приобрести ее в свою коллекцию. Следующая машина — это еще один концепт, только немецкий автомобиль Maybach SW38. И эта машина была создана для обкатки высокоскоростных шин. И у NeoScale Models такой автомобиль предлагается в двух вариантах окраски. И сложно сказать, в каком из вариантов был настоящий автомобиль, потому что до наших дней сохранилось очень немного черно-белых фотографий. И серебристый вариант мне визуально нравится больше, но вторая машина в двухцветном варианте исполнения, серый низ и темно-серый верх, если мне не изменяет память, и вторая модель тоже есть в моей коллекции. И это довольно крупный автомобиль, он по размеру как обычный лимузин Mercedes или машины марки Maybach. И тоже очень красивый дизайн, и преемником этого автомобиля можно считать Maybach Exlero. И обе машины были сделаны по просьбе шинного гиганта Fulda. И давайте покажу вам следующую масштабную копию. Это Chevrolet Skyline Deluxe Coupe. Тоже очень красивый дизайн. У Neo такой автомобиль предлагался в нескольких вариантах окраски. Был бежевый автомобиль с красным верхом и, по-моему, был коричневый автомобиль с белым верхом. А вот такой зелененький вариант мне понравился больше всего. И также у меня в коллекции есть еще предсерийный образец. У
него немножко отличается оттенок салатового цвета. Тоже очень хорошее качество проработки, все детали аккуратно установлены в свои посадочные места, и неоднократно говорил, у Neo прекрасное качество покраски автомобилей и практически нету нареканий. У меня в коллекции есть 5-6, возможно 7 моделей, к которым я могу придраться, и то это с большой натяжкой. И давайте покажу вам следующий вариант американского автомобиля. Это Studebaker Champion Custom двухдверное купе 52 года. И такая модель у Neo предлагалась в двух вариантах окраски. Классический автомобиль черного цвета и синий автомобиль с темно-синей матовой крышей. Но мне больше понравился классический вариант. Тоже очень красивый дизайн. И у этого образца не очень аккуратно приклеили номерной знак. Нужно будет посмотреть, как его переклеить. Но опять же, эта недоработка не сильно бросается в глаза. И, конечно, если посмотреть на качество самых последних моделей от Neo Scale Models, то бывают небольшие косячки, но все же в целом качество осталось на прежнем уровне, чего не скажешь о других премиальных брендах. И покажу вам еще один Studebaker, только от производителя Best of Show. И у BOS такой автомобиль предлагался в двух вариантах окраски. Машина голубого цвета с темно-синим верхом. И второй вариант был красного цвета с белым верхом. Но мне больше понравилось такое сочетание цветов. Тоже очень красивый, необычный автомобиль. И жаль, что марка Studebaker канула в лету. Вот так выглядит передняя часть. И это довольно большой автомобиль, хотя если посмотреть на него без других автомобилей рядом, то он кажется довольно компактным. И давайте покажу вам три оставшихся масштабных копии. Первая модель сверху — это Land Rover в варианте кабриолет от производителя TSM. И долго думал, покупать ли эту модель в свою коллекцию, и на нее была хорошая цена, поэтому решил ее приобрести. И модель меня приятно удивила. Очень красивый, эффектный автомобиль, также очень красивый цвет, и у TSM довольно хорошее качество проработки. Эти модели в некоторых аспектах превосходят даже продукцию Neo Scale Models. Правда, тоже встречается брак, например, у меня немножко поцарапан передний бампер, но уже не стану отправлять модель обратно. Это, в принципе, небольшая недоработка. И, опять же, если делать обмен, не факт, что следующая модель придет тоже без каких-либо дефектов. Поэтому иногда приходится мириться с некоторыми недочетами. И покажу вам следующую модель американского автомобиля. Это Dodge 330 седан 1964 года. Довольно крупный автомобиль. В плане дизайна это не самая красивая масштабная копия. И, конечно, на этом варианте есть ряд упрощений. Например, оконные рамки уже просто нанесены тампопечатью. Это не как на предыдущих моделях детали из фототравления. Но, тем не менее, машина тоже вполне симпатична. И для меня, как для поклонника американской техники, это одна из желанных масштабных копий. И у Neo такой вариант предлагался в двух вариантах окраски. Первая машина в небесно-голубом цвете металлик, а второй экземпляр был в темно-бордовом цвете. И я тоже планирую второй автомобиль приобрести в свою коллекцию, потому что у машин отличаются регистрационные знаки, и также у бордового автомобиля более эффектно окрашен салон. И последний автомобиль — это Pontiac Firebird Trans Am 1977 года от бренда Auto World. Машина не в очень типичном ярко-желтом цвете, и такой Pontiac я очень давно хотел в свою коллекцию. И у данного бренда предлагалось три варианта окраски этих спортивных автомобилей. Классический черный Pontiac с золотистыми полосками. Также был автомобиль белого цвета с голубым салоном. И третий вариант желтый с красным салоном. И эта модель долгое время была в открытой продаже с хорошей скидкой. И не решался на приобретение этого автомобиля, потому что хотел черный экземпляр. И здесь мне не нравится сочетание цветов. Если бы салон был черного цвета, машина смотрелась бы намного лучше. Но недавно пересматривал старый американский фильм, который назывался, по-моему, «Настоящая Маккой».
там, где женщина грабила банки, и как раз там у одного из героев был похожий Pontiac Trans Am, только в коричневом цвете, и я так воодушевился этим фильмом, что решил взять эту модель в свою коллекцию. И, возможно, потом я перекрашу салон в черный цвет, но, повторюсь, сама по себе модель очень хорошая, но неудачное сочетание цветов. И как раз это все модели, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Если вам понравилась моя коллекция, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком и напишите в комментариях, на какую модель вы бы хотели увидеть детальный видеообзор. Не забывайте зайти в мои группы ВКонтакте, в Фейсбуке, там тоже участники сообщества делятся фотографиями своих масштабных копий. И также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.